Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня бритвенная тема. По просьбе многих подписчиков, этих многих 4 человека, возможно их больше, но сказали 4, Вадим, снимай. Поэтому вот сегодня будет именно на эту тему. Я, как и многие из нас, пару-тройку лет назад задумался, а не оборудовал ли жилет с ценником на свои кассеты. Раньше брился точно так же жилетом, шиком в основном. И каждый раз, когда приходил в магазин, тихо умилялся той цене, которую просили за эти лезвия. Хотя, в принципе, ни для кого-то не секрет, что себестоимость у них где-то там в пределах полудоллара, доллара. Но дело даже не в этом. Не сказать, что не обеспечен, что не могу себе этого позволить, но каждый раз как-то жаба душила. Ну, Господи, вот за это отдавать такие деньги, ну, для чего? А потом решил вспомнить, как я брился раньше, когда был помоложе, 15-20 лет. И вспомнил про Т-образные станки. Начал внимательно изучать эту тему, нашел форумы, прочитал, записался, изучал. И, собственно, пришел к определенному результату. Вот именно этим я сегодня хочу с вами поделиться. Постараюсь дать короткую выжимку, потому что бритвенная тема, она гораздо старше, гораздо больше и объемнее, чем тема электронного парения. Поэтому на нее можно тут говорить долго-долго. А вот краткий конспект я сегодня постараюсь вам представить. Итак, в путь. Что, собственно, нам нужно для того, чтобы начать бриться? Ну, думаю, вот этого набора будет достаточно. Станок Т-образный как таковой, к нему лезвие, помазок, чашка, где вы будете взбивать пену из крема, который у вас есть. На первый взгляд ничего сложного. И если вы захотите отделаться каким-то минимумом, то в принципе по большому счету за все про все вы вложитесь там в 300, 400, 500 рублей. Крем продается в любом магазине, пожалуйста, зашли, взяли, с этим проблем вообще никаких нет. Чашку для бритья тема отдельная, но ее также можно, если дома не найдете, взять любую пиалу, то зайдя в магазин, конечно же, можете приобрести, но и гораздо больше, об этом чуть позже. Помазки. Помазки с этим тоже как бы проблем нет. В большинстве магазинов они продаются, и начиная от Ашана и заканчивая простыми ларьками, вы можете взять помазок от 40 до 100 рублей, тоже проблем каких-то особых не вижу. Лезвие можно купить точно там же. Но не все так просто, друзья мои. Предлагаю пойти обо всем по порядку. Давайте начнем, собственно, с самих лезвий. Я остановился на лезвиях Platinum Plus нашего советского производителя Рапира. Они мне подошли чрезвычайно, но прежде чем я к этому пришел, я собрал очень много информации и выяснил, что все лезвия делятся на 3 категории. Это не очень острые, среднеострые и, скажем так, очень острые. Поперепробовал все. Производит Япония, Турция, Германия, Англия, Франция, Чехия. Бабам. Ну, проще сказать, кто не производит. Но более-менее прилично вот из тех стран, которые я перечислил. И, собственно, все это вы можете попробовать. eBay забили и в путь. Но, как оказалось, вот именно эти мне подошли больше всего. И я пришел к ним в последнюю очередь. Начал со среднеострых дарка. Попробовал, ну как-то по мне показались они такие ватные какие-то, неинформативные, ни о чем. Потом взял очень острые, которые самые-самые острые, острее их ничего нет, вернее, они общепризнанные лидеры в этой позиции, это физер японские. Лезвие замечательное, хорошее, но для меня они оказались слишком острые. И, друзья, не нужно забывать, что лезвия выбираются по совокупности фактов. Тут будет слишком много всего завязано. Какой у вас станок, какая у вас кожа, какой у вас тип щетины. Все это будет играть роль. И как только вы взяли новое лезвие в руки, после первого бритья нельзя делать выводов. Нужно побриться хотя бы 2, 3, 4 раза. И только после этого вы уже сможете понять, ваше, не ваше, оно, не оно. Потому что при каждой смене лезвия, неважно что, двухстороннее для Т-образных или кассет или еще что-то, ваша кожа будет адаптироваться к этому способу бритья. И первые 2 раза, скорее всего, вы никакой адекватной информации не получите, потому что кожа будет
реагировать на что-то новое, приспосабливаться. И только на третий, четвертый вы сможете получить какой-то ответ. А про рапиру узнал просто. На ютубе искал отзывы о лезвиях. И тут нарвался на пару-тройку американцев, которые пищат и кипятком писают: ах, какая рапира, ах, какие русские молодцы, смотрите, что сделали. Я посмотрел, сказал: да ну на, не может быть, везде ищу, а тут, оказывается, под носом. Да нет, собственно, может быть. Через форум узнал, где взять эти лезвия. Оказывается, они продаются в Ашане. Тогда это стоило там порядка 10 рублей. Пошел, взял сразу несколько блоков. И теперь я счастливый обладатель всей этой красоты. Собственно, на ближайшие несколько лет мне на эту тему париться не нужно. У меня все есть. Для тех, кто не успел это сделать, скажу: ребят, не огорчайтесь. Под видео найдете ссылки, где до сих пор еще можно купить эти лезвия. И вообще под видео будет куча ссылок на форумы, на хорошие магазины, как на наши российские, так и зарубежные. Вы сможете там порыться, посмотреть, потрогать, пощупать и выбрать что-то на свой вкус. С лезвиями более-менее разобрались. Давайте поговорим о станках. Вообще эта тема-то непростая. Т-образные станки — это, конечно же, основная ниша в теме бритья, потому что абсолютное большинство бреются именно этими станками. Но как сами по себе Т-образные станки непростые, они делятся на несколько категорий, и в принципе-то там тоже нужно подобрать под себя любимого, что вам больше подходит. Так, кроме этого, там еще есть и Г-образные станки, и со сменными головами, ну и точно так же, как в парении есть боководы и геноводы, есть еще бритье опасной бритвой. Опасная бритва — это отдельная тема, мы сейчас ее не будем затрагивать. Я ее прошел, покупал, брал, заказывал камни в Бельгии, отдал за этот камень там порядка 200 евро, пробовал, честно угробил на это 1,5-2 месяца своей жизни. Ребят, мне не пошло. Мне не пошло и как-то не легло. А вот Т-образные совсем другая тема. Для новичков, которые не хотят заморачиваться на супер-пупер станки и платить за них там по 20, 30, 40, 50 евро, я среднюю ценовую назвал, есть еще и 100, и 150, и 200, и 300, и 400. Самый простой способ — это взять наши советские. Где покажу. Станок Лорд, ну, более чем адекватный. Все эти станки, они по форме разные, по своему конструктиву разные, но в основном все это выходит из 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годов прошлого века, когда вырабатывалось большое количество Т-образных станков, и в принципе-то находились замечательные формы, которые были просто тупо бестселлерами. Они шли по всему миру и пользовались чрезвычайным успехом. Все эти станки производятся в Германии, во Франции, в Англии, в Испании, в Америке. Это основная масса, и станки хорошие, есть замечательные станки. Перепробовав пару-тройку, несколько из них, пробовал американские, пробовал испанские, английские, немецкие, я остановил свой выбор на Меркур. Меркур — это, ну как, Золинген, грубо говоря. У них есть вот такая модель, Прогресс. Чем он мне нравится? У меня модель Long с удлиненной ручкой. Он мне подошел тем, что он с регулируемой головкой. То есть зажим здесь вы можете регулировать, и угол атаки лезвия тем самым регулируется тоже. Поэтому в зависимости от того, какая у вас щетина сегодня и какое лезвие вы поставили, у вас есть определенная степень настройки. Мне он этим чрезвычайно импонирует, и он мне очень-очень сильно понравился, поэтому я закончил все эксперименты, распродал все станки к чертовой матери, оставил себе только один, и сейчас на сегодняшний день я им пользуюсь, ну, уже больше 1,5 лет. Ребят, большего мне не надо. На чем остановитесь вы, не знаю. Скорее всего, вы тоже что-то попробуете. Но опять же повторюсь, обычный станок Лорд ничем не плох для начала. Конечно же, если сравнивать, то это получается как бы Запорожец и, ну, не Мерседес, это Volkswagen, потому что Мерседесы, они как бы, ого-го, там ценник еще тот. Но тем не менее, это очень-очень крепкий середнячок, и он мне импонирует. Лорд для начала более чем, тем более он стоит там 80-90 рублей, так что не в этом дело. Финансово вас это никак не прижмет. Со станками тоже разобрались. Пойдемте дальше. Что у нас, собственно, с чашами? Чаша для бритья вам нужна.
нужна, без нее никак. Где же вы будете пену-то сбивать? Чаш превеликое множество. Если вы не хотите заморачиваться, как я уже говорил, вы можете взять или пиалу дома, или, как поступил я, пошел в Окей, купил вот такую штуку. Почему именно такую? Во-первых, мне ее держать удобно. Во-вторых, она толстостенная. Когда я бреюсь, не могу сказать, как правильно, так что не судите строго. Я закрываю раковину, набираю ее горячей водой, ставлю в чашу туда, и когда горячая вода льется, она у меня тем временем просто нагревается, пропитывается. И пока замачивается помазок, я делаю предподготовительные процедуры, я вытаскиваю из воды эту чашу, она у меня теплая. Ложу крем, взбиваю, и на всем протяжении бритья у меня пена теплая. А теплая пена на лице, ребята, это особый шик, это особый кайф. И те, кто не пробовал, ну, объяснить будет трудно. Ребят, попробуйте, тогда поймете. Это минимальные затраты. Максимальные чаши делятся еще на супер-пупер. Есть еще там такой класс, называется они скатл. Чем они супер-пупер? Это чаши с двойным дном. Попросту есть ручка, большая чаша от 10 до 15 сантиметров в диаметре. Там специальные насечки для сбития пены. Но чаша двойная. Вы берете кипяток, наливаете, грубо говоря, термос, наливаете туда, и когда сбиваете, у вас точно так же на протяжении всего бритья будет теплая пена. Хотел такую, думал, жаба задушила. Самое недорогое, что я нашел, это в пределах 1500 в России. Есть еще за 2, за 2,5. На eBay и в другие магазины сунулся. Ребят, там ценник от 2000 выше. Ну, что-то как-то я подумал, что вот это тоже ничего. Вот эту я оставил. С чашами разобрались. Давайте с кремом. Собственно, что у нас с кремами? Какие крема у нас есть? И для чего они вообще нужны? Оказывается, что с кремами не все так просто. Помимо обычных кремов, к которым я привык раньше, есть еще крема в баночках. Отличается от обычного тем, что здесь более твердый крем и взбиваете пену прямо здесь. Про запах говорить не буду, это бомба, поэтому это от Лактиана, французская компания, в России это можно легко достать. Не дешев, зараза, но то стоит, приятная штучка. Это даже не высшая ценовая категория, есть еще дороже. Есть еще крема итальянской фирмы Prorazzo. Ну, это классика. Ребята на рынке прозябают, начиная там, по-моему, с 20-30-х годов прошлого столетия. Прошли уже в этом направлении и Крым, и Рим. Поэтому, ну, от них ожидать чего-то такого среднячкового нет. Давно пользуюсь этой компанией и ее кремами, и, честно сказать, рад чрезвычайно. Запах, качество, пена, да вообще действие всего этого чрезвычайно импонирует и радует. Ну, это, скажем так, не то, что вы можете взять в России. Недорого, с учетом пересыла, в принципе, нормально, адекватно, но хватает надолго. Но и на этом еще все не заканчивается. Оказывается, помимо простых кремов, есть еще крема, да, кстати, раз уже взяли эти. На этой ниве подвязалась тоже не одна страна. Это та же Италия, та же Франция, Португалия, Германия, Англия. И это целый мир. И когда заходишь туда, там просто тупо обалдеваешь, столько всего, и все хочется. Встречал людей, у которых все полки забиты, очень всего много, и даже если он каждый день будет пользоваться разным, к концу года он навряд ли одну позицию какую-то отработает полностью и вернется по новому кругу. Бывает такое. Я вовремя себя остановил и не жалею об этом, потому что это заразная штука. Поэтому суть. В Англии есть одна очень хорошая фирма, доктор Харрис. Ну, скажем так, я попробовал, не скажу, что это супер-пупер, но, честно сказать, я ждал большего. Для кого-то это, возможно, имеет значение. Эта фирма точно так же уже скоро, наверное, будет лет 50, 80, 90, 100, может быть, как занимается всеми этими хохоряшками. Но, по большому счету, мне вот, например, Prorazzo или Лактиан нравится больше. Это дело вкуса.
Я просто это попробовал, захотите пробовать вы, не знаю. Тем более там не одна эта фирма, их там штук 10-15, и все старые, все уважаемые. Поэтому выбор есть. Но упирается все не только в крема. Оказывается, есть еще и пришеивы. У фирмы Прораса есть крем, который можно использовать как после бритья, так и до бритья. Этим кремом после бритья я практически не пользуюсь. Я пользуюсь им только после бритья. Вот, перед бритьем. Мне это очень нравится. Основная масса пришеивов это какие-то специальные масла, которые вы втираете в свою кожу для того, чтобы меньше ее поранить, для того, чтобы легче брилась и получать как-то больше ощущение свежести и приятности. Это не масла. Это такая кремообразная консистенция. Вот одну банку я уже добил. Ой, ребят, знаете, каждый раз, когда я бреюсь, открываю вот эту банку, у меня такое ощущение, что возвращаюсь в детство и куда-то в банно-прачечный комбинат, где не пахнет не хозяйственным мылом, а чем-то таким восторженно, приятно новогодним. Вот убивает, конечно. И на самом деле, да, дает эффект. Если пользоваться пришеивом, за другие говорить не буду, я сейчас говорю про этот, потому что это мой любимый, я на нем на постоянке сижу. Без него скучно и грустно, с ним гораздо веселее и приятнее. И, знаете, получать кожу пятилетнего ребенка, как, знаете, попочка такая тугая, розовая, побрита, ну, чертовски приятно. Ну, а он помогает в этом очень сильно. С этой темой давайте закончим, потому что на самом деле она очень большая, как и вся бритвенная тема. Давайте перейдем к следующей позиции. А следующая позиция у нас помазки. Как я уже говорил, помазки можно взять за 40-50 рублей элементарно, но после того, как я начал рыться в этой теме, оказалось, что она такая же необъятная, как и все остальное в бритье. Сами помазки делятся и по стоимости, и по качеству, и по материалу изготовления. В основном они разнятся вот этой частью, самой кистью. Самое простое, самое элементарное, что вы можете найти на рынке, это, конечно же, кабан. Кабанчик, ну, кабанчик, он и в Африке кабанчик. Как правило, это жесткие помазки, они тоже все делятся помазки, жесткие, средние, мягкие. Как правило, это такие, знаете, что можно и крем взбить, и в баночку вот такую залезть тоже как бы взбить, прямо в банке, и промассировать лицо. Не всем они нравятся, но мне такой очень понравился. Поэтому я обратился в одну уважаемую португальскую фирму, и они мне выслали парочку. Этот из кабана, а вот этот, это смесь, по-моему, смесь кабана и лошади. Да. Он несколько меньше, но тем не менее он, блин, и ручка, и, ну, ребят, ну это да, это 5, это вещь. И при всем при том, они дают возможность купить вот такую подставочку. Для чего они нужны? Не только для красоты. Каждый раз, когда вы поброетесь, у вас помазок мокрый, самое лучшее, что вы можете с ним сделать, это промыть его под водой, стряхнуть, чуть-чуть отжать, взять полотенце, вытереть лишнюю влагу, а потом повешать, чтобы стекало. И в идеале, если у вас не один помазок, а несколько, чтобы вот этот хотя бы денек, другой, третий повисел и высох. Для чего это нужно? Все помазки вяжутся узлами. Там внутри, в этой ручке, завальцован сам узел, на чем, собственно, все это и держится. Если его тупо вот так вот ставить, влага будет стекать туда. У хорошего производителя вы вреда, конечно же, не нанесете, он выдержит. Но все равно лучше этого избегать, чтобы узел не рассохся, и чтобы вам помазок прослужил как можно дольше. Именно для этого я использую подставки. Есть еще помазки из лошади. Они чуть мягче. Мне они не легли, хотя пробовал. Я их тоже раздал. Следующий этап это уже считается хай-люкс, это помазки из барсука. Барсук, он в свою очередь тоже делится на, скажем так, на не очень хорошую выделку, среднюю выделку и великолепную выделку. Там есть специальные термины, я их все применять не буду. Захотите, сами зайдете в эту тему, все увидите. Но суть в том, что самый недорогой барсук, он начинается, ну, с каких-то неприличных денег, это там в районе 30-40 евро за помазок,
И это, конечно же, меня в течение полугода останавливало. А потом я плюнул, думаю, ну а в конце концов, почему бы и нет. И нашел уважаемую фирму, взял хороший помазок, не за маленькие деньги, там в районе где-то, по-моему, 100 фунтов стерлингов, попробовал. Это был не высший, это был средний диапазон в барсуках. Ребят, мне не легло. Да, помазок обалденный, кошерный, супер-пупер, песня просто, но он для меня мягкий. Понимаете, если я, допустим, беру, ну, скажем так, вот этот помазок, кабанчик с лошадкой, я чувствую, как он меня массирует, я чувствую упругость, я чувствую, вот, что есть на что опереться. Когда берешь барсучий, он для меня мягкий. Я знаю тьмущую людей, которые балдеют от барсучих барсуков. Вполне вероятно, кто-то из вас в будущем тоже они вам глянутся. Но лично мне это не пошло. Поэтому тут все на ваш суд, как вам ляжет. Основная моя любимая лялечка — это Вулфикс. Вулфикс 404. Это помесь, это мулат. Здесь барсук и кабанчик. Ну, ребят, что это за вещь? Это не передать словами. В этом помазке для меня собрались плюсы всех помазков мира. Объясню почему. Ручка под слоновую кость, хоть и пластиковая, но она просто обалдеть. Это по ощущениям даже. И держать удобно, и работать удобно, все в нем удобно. Дальше пошли. Высота самой кисти, плотность, набивка, фактура в работе. Для меня лучше просто нет. И она просто очаровывает. И самое приятное на закуску, на бонус. Ребят, стоимость этого помазка 12 фунтов стерлингов. Вообще ни о чем. Совершенно ни о чем. То есть, по сути, это 3 копейки. 3 копейки взять помазок на всю жизнь, ну 1000 рублей-то, господи, кто-нибудь из нас что-нибудь-то найдет, но раз в жизни живете. Поэтому, ну, это мое личное мнение. Как вы к этому будете относиться, я не знаю. Но на сегодняшний день вот 2 штучки. Португальский. И причем португальцы, оставлю ссылку. Ребята тоже на этом рынке не первый год и даже не первое десятилетие, знают толк. Но, блин, хорошие они вещи делают. Хорошие. Так, давайте помазки в сторону уберем. У нас осталась теперь тема автошейвов. Все после бритья. Ребята, она точно такая же обширная и она точно такая же большая, как вся тема бритья. Тут можно долго рассказывать, долго песни петь. Но когда-то давным-давно начиналось все вот с таких простых вещей. Вот этот кирпичик — это просто квасцы калия, которые раньше, когда-то давным-давно можно было у нас просто прийти и купить в аптеку. Сейчас в России, ну, просто так вы их не купите. В специальных магазинах, да, вполне возможно. Дезодоранты даже не пробуйте, там другая смесь. В идеале самые лучшие вот эти вот камешки, они считаются цельнорезанными. Но они стоят, правда, как ураган. А вот если, допустим, брать не цельнорезанный, а плавленый, на мой взгляд, они ничем не хуже. У меня плавленый, он у меня уже, наверное, где-то порядка года. Да мне нравится. Многие говорят, что они быстрее трескаются, быстрее выходят из строя. Но в моем случае это не так. У меня все прекрасно. Я, правда, сделал несколько нестандартно. Я нашел на eBay хорошего индийского производителя, заказал у него, стоит 3 копейки, отзывы замечательные и ни капли не жалею. Ссылочку на этого парня я вам дам, потом посмотрите. Все, что вам нужно после бритья, это просто на влажное лицо намочили этот камень и прошли. Тот окисел, который у вас останется после работы с этим камнем на лице, он сворачивает кровь, он дезинфицирует кожу, и если у вас в рот на слизистую попадет, у вас почувствуете такой кисленький привкус. Смертельного ничего нет, вы не умрете, это цианистый калий, но камень реально работает. И даже если вдруг вам не повезло и вы сильно порезали, все, что вам нужно, это просто намочить камень и приложить к порезу и подержать секунд 3, 5, 10. Все. Никаких промокашек, никаких туалетных бумаг вам лепить не нужно будет. Это что касается камня. Если говорить про жидкую составляющую, ну, они, наверное, делятся на 2 основных класса. Первый, ну, для меня в данном случае второй, я стараюсь им не пользоваться, но это отдельный класс. Это муссы.
Это такие, знаете, как крем-молочко, что-то такое. Их лучше использовать зимой, потому что после того, как вы их используете, у вас на коже остается, знаете, такое ощущение как бы пленки такой. Для меня они жирные, поэтому вот это вот молочко я стараюсь не использовать. Хотя это отдельный класс, он имеет право место жить. Ну, вот как-то так есть. Если говорить про жидкие, они тоже делятся. Есть алкогольные, безалкогольные, с запахом, без запаха. Японцы, например, очень любят без запаха, хотя легкий такой налет есть. И те люди, которые любят пользоваться автошеями именно как автошеями, то есть вы его нанесли, легкий запах есть, но в течение получаса он выветрится, и больше никаких запахов от него не будет. Вы спокойно можете пользоваться своим парфюмом. Да, вот такие вот автошеи вполне могут подойти. Допустим, те люди, которые любят автошейв с запахом, чтобы он сохранился, допустим, там после этого где-то, ну, хотя бы час, полтора-два, ребят, это вот сюда вот. Начиная от старой доброй итальянской школы и заканчивая испано-итальянской, они часть своей продукции производят в Испании, Флойд, часть в Италии. Ну, я выбрал итальянский вариант, он мне почему-то как-то больше импонирует. И, ну, знаете, по запаху, это 60-е, 70-е, 80-е годы. Это что-то такое, знаете, старая добрая классика. Это, ну, это вещь. Это хорошая вещь. И несмотря на свои размеры, он стоит достаточно недорого. Остерегайтесь подделок, оригинал найти трудно, но все-таки можно. Если найдете, то попробуйте. Штука хорошая. Так, это пока так. Old Spice. Old Spice все мы знаем. Можно прийти в любой магазин и ткнуть в полку, и вы попадете в Old Spice. Ребята, это не то. Старый добрый Old Spice, который мы раньше видели, который мы раньше пробовали, остался на сегодняшний день только в Индии. А во всех остальных, в Европе, в Америке, у нас на полках, это уже какая-то помесь, это новодел, и к старому доброму Old Spice он не имеет никакого совершенно отношения. Я не люблю новый, он мне не нравится, я люблю старый. Поэтому не поленился, нашел индийского производителя, через eBay заказал 3 баллончика, 3 вкуса. И начиная от оригинала с мускатом, я полюбил эту воду. Она мне нравится. Это что-то спешл, это что-то отдельное, это что-то интересное, это хорошее. Оно недорогое, но оно приятное, чрезвычайно приятное, и не жалею, что я взял именно вот у этого человека Old Spice. На самом деле к тому, что продается у нас в магазинах, не имеет никакого отношения совершенно. Про раса. Ну, про раса можно говорить долго. Для меня это неоспоримый лидер. Я люблю продукцию этой компании, она мне к душе, и не только мне. Когда я пользуюсь вот такими вещами подобными, это замечают все, начиная от моей жены и заканчивая теми людьми, которые я встречаю по дороге. Они все как-то, я вижу, что они замечают этот запах, и я вижу, что им этот запах приятен. Поэтому, да он мне приятен. Ребят, про расы говорить ничего не буду. Про расы это forever. Для меня во всяком случае, поэтому как бы без вариантов. Но когда я рюкнулся в эту тему, хотелось попробовать все, и кельнскую воду, и немецкую воду, и английскую воду, и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. На кельнскую раскрутиться не успел. 4711 есть, взять можно, но ручонки пока не дотянулись, не доросли. Зато доросли до доктора Харриса. Ну, что вам сказать, почитал отзывы, все сходились в том, что, например, вот лаванда, или тот же самый сандал у доктора Харриса самое лучшее. Ребят, на самом деле, да, сандал, самый настоящий сандал. Такое ощущение, что вот вы попали в сандаловую рощу и пропитались запахом этих деревьев. Но будьте осторожны в своих экспериментах. Мне этот запах очень нравится, я его люблю. Но, к сожалению, я им пользуюсь только тогда, когда знаю, что никого из своих родных, близких рядом со мной нет, и я не причиню им какие-то неудобства. Потому что этот запах нравится только мне. Все остальные почему-то его воспринимают как-то так, в штыки. Он очень резкий, очень сильный. Практически одеколон. Поэтому, ребят, будьте осторожны в своих желаниях.
Не все то, что блестит золото. Бывают варианты, к сожалению, да. Ну, на этом, я думаю, пора уже заканчивать. Если будут какие-то вопросы, спрашивайте. Если понравилось, дайте знать об этом. И чем смогу, всегда помогу. Хорошей густой вам пены. И пусть все у вас будет нормально. Всего хорошего. До свидания. Берегите себя и своих близких.